Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Виктор Леонидов. Героем нашего сегодняшнего обзора будет очень популярный, относительно недорогой, но достаточно мощный и хорошо сбалансированный телескоп-рефлектор Skywatcher 150-75EQ3. Качественная оптика телескопа подкреплена отличной механикой, что позволяет использовать ее как для серьезных визуальных наблюдений самых различных небесных объектов, так и в перспективе для астрофотографии начального уровня. Что же, отправимся подальше от городского смога и надоедливой засветки на тестирование этой модели. Сегодня мы отойдем от привычного формата с подробным освещением процесса распаковки и сборки телескопа. Заметим лишь, что телескоп поставляется в двух отдельных, довольно увесистых коробках. В одной из них находится труба с кольцами и комплектом аксессуаров, в другой – алюминиевая тренога, голова монтировки и противовесы. Далее уделим основное внимание эксплуатационным характеристикам. Верхняя площадка треноги имеет вертикальный упор, ориентируемый на север. Этот упор и два винта в нижней части монтировки позволяют проводить точную регулировку полярной оси по азимуту. Точная регулировка по широте места наблюдения осуществляется двумя Г-образными ручками упорно-толкательного механизма согласно встроенной шкале широт. Здесь же имеется пузырьковый уровень для контроля горизонтальности монтировки. В полярной оси предусмотрена полая шахта для установки искателя полюса. Ось оснащена часовым координатным кругом и шкалой искателя полюса. Ось склонений также имеет координатный круг и стандартную площадку «Ласточкин хвост», что позволяет устанавливать не только комплектную трубу телескопа, но и другие трубы и оборудование с планками «Ласточкин хвост». Для балансировки различных труб и дополнительного оборудования в комплекте монтировки предусмотрены два противовеса разной массы. Обе оси монтировки оснащены механизмами тонких движений на основе червячных пар с возможностью установки электроприводов. Каждая червячная пара имеет регулировку для плавной и безлюфтовой работы механики. Труба телескопа свернута из стального листа, имеет ребра жесткости, качественно окрашена снаружи и зачернена изнутри. Расположенное в нижней части трубы параболическое главное зеркало имеет центральную юстировочную метку и обеспечивает качественное изображение и высокую светосилу. Открытая оправа главного зеркала облегчает вес трубы и значительно снижает время термостабилизации. Три пары регулировочных и стопорных винтов позволяют комфортно и точно в случае необходимости проводить юстировку главного зеркала. Крепление вторичного зеркала также имеет винты юстировки, 3 регулировочных и 1 стопорный. 4 тонкие стальные растяжки обеспечивают минимальную дифракцию света. Искатель 6х30 установлен на удобной высокой стойке, имеет четкое, хорошо заметное перекрестие и превосходное качество изображения. Для юстировки искателя достаточно вращения двух винтов в оправе, третий винт подпружиненный. Мощный высокоточный 2-дюймовый фокусер Крейфорда способен нести не только габаритные окуляры, но и тяжелое фотооборудование. Фокусер комплектуется экстендером для установки 2-дюймовых окуляров, а также переходников на посадку 1,4 дюйма, который легко превращается в адаптер с T-резьбой для установки фотоаксессуаров. Кроме перечисленных выше несомненно технических достоинств, телескоп в собранном виде предстает удивительно красивым, изящным инструментом, который радует глаз своими пропорциями и продуманностью конструкции. Оставим телескоп термостабилизироваться, а пока поговорим об аксессуарах. Обычно в комплекте идут вполне неплохие линза Барлоу двукратная, окуляры 10-мм и 25-мм размером 1,4 дюйма.
Однако наш экземпляр трубы оказался укомплектован лишь одним, но более качественным широкоугольным двухдюймовым окуляром 28 мм с комфортным выносом зрачка. Такой окуляр отлично подходит для поиска, наведения и обзорных наблюдений звездных полей и крупных туманностей. Для наблюдения компактных объектов Deep Sky и планет с большими увеличениями мы применим уже не комплектные, более короткофокусные окуляры такой же серии, но уже с посадкой 1/4 дюйма. Под темным прозрачным небом светосильный зеркальный телескоп как нельзя лучше показал себя по различным объектам дальнего космоса. Без труда мы рассмотрели очертания туманности Северная Америка в Лебеди. Среди бесчисленного множества звезд прекрасно выделялась планетарная туманность Гантель в созвездии Лисички. Различалась ее структура и зеленоватый цвет. На средних увеличениях телескоп уверенно разделял шаровые скопления на звезды. Особенно хорошо было видно большое скопление Геркулеса или М13. Чуть поменьше и тусклее, но не менее эффектно выглядело и шаровое скопление в Пегасе, известное как номер 15 в каталоге Месье. В галактике туманность Андромеды хорошо различалось центральное ядро и два эллиптических спутника. Боковым зрением удалось рассмотреть и наиболее яркие участки спиральных рукавов. 5-миллиметровый окуляр Луна показала отличную, контрастную, начисто лишенную хроматизма картину с множеством подробностей, особенно на границе света-тени, так называемом терминаторе. В тот же окуляр на Юпитере мы обнаружили достаточно много деталей: экваториальные полосы и фестоны, большое красное пятно и тень от спутника рядом с ним. Сатурн порадовал достаточно большим раскрытием колец, щелью Кассини и контрастными поясными зонами. Рядом без труда различался самый яркий из спутников – Титан. А что же астрофото? Качественные снимки Луны можно получить даже с неподвижной монтировкой, присоединив к фокусеру зеркальную камеру и используя мгновенные выдержки. Установив на монтировку электроприводы, используя 3-4-кратную линзу Барлоу, на зеркальную камеру в видеорежиме или на планетные астрокамеры типа DBK с дальнейшей обработкой в программе Registag, многие любители астрономии с успехом снимают большие планеты Юпитер и Сатурн. Выставив как можно точнее полярную ось сериями с выдержками в десятки секунд, с дальнейшим сложением и обработкой в программах типа Deep Sky Stacker, можно замахнуться и на астрофото объектов дальнего космоса, звездных скоплений, ярких галактик и туманностей. Кроме того, астрофото на широких полях с выдержками уже в несколько минут можно получать, используя монтировку с электроприводами без трубы телескопа, установив на ее место зеркальную фотокамеру со сменными фотообъективами. Подводя итоги, отметим, что Skywatcher 150-75 EQ3 показал себя как отличный универсальный телескоп, с которым доступны наблюдения любых типов астрономических объектов. К позитивным сторонам инструмента можно отнести прекрасное качество изображения, высокую светосилу, хорошо продуманную сбалансированную механику, в том числе замечательный 2-дюймовый фокусер, вполне удачную комплектацию. Комплектность и небольшой вес позволяют легко разбирать и транспортировать телескоп в багажнике даже маленькой легковушки. Из негативных моментов можно отметить, что при увеличении свыше 150 крат при ручном ведении присутствует небольшое дрожание изображения. Однако это легко устраняется регулировкой червячных пар и установкой электроприводов. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Телескоп Skywatcher 150-75 EQ3 можно смело рекомендовать и начинающим, и опытным любителям астрономии, как инструмент для серьезных визуальных наблюдений, так и для астрофотографии начального уровня. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.